Приветствую, дамы и господа. Мы продолжаем играть в Modern Warships, и сегодня у нас в гостях фрегат FGS F-127. Кораблик не новый. Откуда он взялся, я понятия не имею. Возможно, это батл-пассовый или еще какой-то, но в данный момент он продается на рынке за арткоины. Кораблик у меня появился недавно, хоть он и не новый, но у меня он недавно. И на меня он произвел крайне положительное впечатление, поэтому я решил сделать обзор на эту машину, так как, возможно, кому-нибудь она понадобится или заинтересует кого-нибудь. Итак, по традиции начнем мы с ТТХ. ТТХ у нас следующий. Прочность 435 тысяч с половиной, то есть 435 500. В принципе, для фрегата это неплохо. Некоторые эсминцы в том же районе плавают. Скорость 28,6, как всегда, вранье, 27 узлов по прямой, если закладываете поворот, будет 26. Но, в принципе, бегает шустро, вопросов не возникает. Маневренность 11,2, ворочается хорошо, все у него нормально. Радиус обзора 11,2, столько же, сколько и маневренность, что бы это ни значило. Заметность с воздуха 4,66, заметность поверхности 4,26, заметность глубины 3,46, разведданные 5, малозаметность 6%. В принципе, прятаться он иногда умеет, но рассчитывать на то, что он всегда будет в инвизе, я бы не стал. Есть для этого более интересные агрегаты. Штраф при движении 6,5. Переходим к вооружению. Тройной ракетный слот. Ну, как бы... Шоу Варяга. Что там еще? Ванчара. Стандартная штука, конечно... Интереснее, когда 2+2, например, и так далее. Но тройной слот неплохо заходит, если работать, допустим, с лазеров. Хотя здесь лазеры, как по мне, не нужны. Но кто что использует, это уже дело вкуса. Пушка у него своя, залоченная МРПГ «Коник». Аж целых 120 миллиметров. Единственное, что сразу хочу отметить, при стрельбе из этой пушки корпус, если вы целитесь в корпус, нужно целиться вот эту верхнюю часть, потому что третий снаряд, пушка дает 3 снаряда в очереди, он летит чуть ниже почему-то, да, если вы 2 уложите куда-то сюда, третий вполне вероятно упадет в воду, намокнет и испортится. 2 гранатометных слота, 2 торпедных, вертолет 1 ПВОшный слот, свободный, не знаю, наверное, в качестве издевательства или прикола, почему нельзя было сделать двойной, не знаю, но дальше у нас идут залоченные лазеры и залоченное ракетное ПВО. И вот вместе они, кстати, работают очень даже круто. Это хочется отметить сразу. ПВО, в принципе, здесь прям вот без нареканий и тому подобного. Так. Перелезаем дальше. Что мы имеем по совместимым расходникам? Стандартный набор для ремонта, стандартные ловушки для ракет, резерв боеприпасов стандартно. Имеется рэп, дымов, ускорений нет, только рэп. То есть мы можем снизить урон от управляемого оружия по кораблю на 15%. Ну, как бы такое себе. Я, в принципе, голдовыми не пользуюсь, поэтому мне лично плевать, что там стоит. А стандартные, стандартные это хорошо. До резерва боеприпасов у меня, кстати, ни разу не доходило. Вот такие мы имеем ТТХ по данной машине. Теперь, как уже у нас повелось по традиции, пойдемте посмотрим, что эта машинка умеет делать в бою. Потом вернемся, сделаем какие-то выводы и заключение свое я, соответственно, выскажу. Поехали! Так. Сразу накинемся куда-нибудь. Разворачиваемся и смотрим. У нас курятник у них тоже. У них есть Белгород, Варяг, ДДГХ, Кваквантин. А у нас Хоакин есть. Агроном есть. И Белгород у нас тоже есть. Что, заняться нечем, да? И вообще пофигу, просто тупые валенки, блин. Не смотрят, куда нападает, зачем нападает. Нафига ты лезешь на 127-го? Ну, те же все самолеты порежет к черту. Нет, он все равно лежит. Лежит, да, вот и лежит, блин. Совсем не хотят головой думать. Что же операторы курятников такие недумающие-то, а?
Эх. Во, работай. Вот работало. Так, куда я могу подпмить немножечко? Никуда. Видимо. Эх, как зацепил. Зацепил. Курятник опять летит ко мне. Чему надо? Это он странный. Взлетай. Минус все самолеты нафиг. У-у-у, видали, да? Он успел залезть в задницу в эту. А где наши-то все? А черт его знает. Ну, этот сейчас просто будет под бережком сидеть и ракетки пукать, да? А нет, он прям выскакивает весь такой себя агрессивный. Что там, ракетки пукал? Ну, да, я в тебя тоже пукну. Нормально тебе будет. ДПМ включаем. Ну, как он дрессанул ракетами напоследок, и торпеды его забирают. Так, опять меня курятник хочет. Че все курятники-то до меня докапываются? Это же какая-то, блин... Месть за ненависть к ним. Так их многие ненавидят. Но мстят они почему-то только мне. Категорически неправильно. Я считаю, что это вообще... Какая-то дискриминация какая-то по отношению ко мне. Так, подлодка яростно топит нашего курятника. Его надо защищать. Так, я отсюда уйду. Да, уйду. Пускай в меня дрищет все. В остров уложит все равно. Полбесоид. А я пока ему накину сам. Черт. Не спереди обстреливают чем-то. Невкусным! Ей, мы его забрали. Так, дальше что? 3 в 3. Курятник, ты моешь? Курятник, я тебя защищаю уже. Сколько я защищаю? Я прям защита курятников. Так, один там сидит у них, и один здесь сидит у них. А где еще один? Идите в баню. Так, часть отвел, часть сбил. Хорошо. Хека. Ты надоел мне, понимаешь ты это, нет? Ты надоедливый, тупой. Иди отсюда, блин, к чертям. Кришни руки. Докопался он до меня. А что наш линкор? Линкор, ты не желаешь там, я не знаю, ну, долбануть так, чтобы минус? Пойди да долбани. Ты же линкор. Тут курятник что-то от меня захотел. Я не знаю, что ему надо. Денег? Пиво? У меня нету ни того, ни другого. О, вот, теперь я защищаю линкор, смотрите. Ха-ха-ха-ха. Красота какая. Прям корабль, прям... Эх. Какой классный корабль. Просто плывешь и всех защищаешь героически. Они там что-то тупят, а ты их защищаешь героически. Вот так вот. Еще бы если пушка по самолетам стреляла. Что тут у нас? А, он увлеченно куда-то шмаляет. Ему вообще пофигу, что у него сзади тут кто-то плавает. Очень интересно. Ерунда какая-то. Я его сейчас буду ДПМить просто яростно. Ой, не-не-не, это не надо, спасибо. ДПМил. Поехали дальше. Поехали к курятнику. Выяснять с ним отношения. А то я что-то как-то настроен категорически просто. Я в отношении курятника этого. Он какой-то не такой. Неправильный он. Докапывается до меня весь бой. Просто весь бой. Весь бой он мне нервы трепет. Просто я что ему... Анимался, что ли? Пшел вон. Вот зараза какая, а? А что же у меня корабль такой вот хороший корабль? А был бы плохой, что тогда я бы делал? Я бы слился, что ли, об него? Хуакин молодец. 2 ляма настучал где-то. По кому он, правда, настучал? По своим, что ли? Не знаю. Но он молодец. Он прям красавец, лайк, без вопросов, без разговоров. Глянем статистику. 267 ракет нафиг. Просто нафиг. Самолетов 5 штурмов. 4 дрона. 3 вертолета. Вот. 11 торпед. Но это, видимо, за счет граников только, да? По торпедам у меня не очень защита. Но вот корабль как бы демонстрирует свои возможности. Вот бой, в котором кораблик демонстрирует, что он есть.
Он и так может, и сяк может. Он и ДПМить может. Он 1,5 ляма ДПМил куда-то. И в тот же момент, пожалуйста, ракетки сбивать, своих прикрывать. Курятника я спас героически. Линкора я не знаю. Я его спасал, но, возможно, он сам спасся. Это не факт. Но, как видите, прям корабль классный. Вот прям классный. Вроде маленький. А функционала-то сколько? Возможностей сколько? Вот такие бои как раз демонстрируют возможности корабля. Что по бою, ну, в принципе-то я штатную позицию играл. Один фланг контролил, второй фланг контролил. Полезли справа, отработал направо. Дальше слева прошел линкор, соответственно, пошли уже на добивание в конце. Ну, то есть все просто как веник, ничего особенного. Противник там сам выскакивал на открытую воду. Что Белгород у них что-то как-то не очень, что Кваквантин куда-то полез, что-то они там все как-то прям выскакивали в открытую, что-то повоевать им от открытой воды хотелось. То есть, как всегда, ошибки противника дают победу союзникам. Штатно для Modern Warships. Так, курятников нет. Значит, сразу нужно светить, потому что иначе никто не будет светить, и всем пофигу. Вон там друг друга уже стреляют. Им нормально, у них все хорошо. Пофигу. Так, что у них по разъезду? Отстрелялся куда-то. А это что за чудо? Это Хангжоу. Чуть повыше возьмем. Иначе опять все в воду попадает. А, держи. Еще занес немножечко. Так, они вправо уходят. Их много вправо ушло. Айоу, проснитесь, граждане. Вы зачем идете налево? Вы зачем идете налево? Противник справа. Алло. Так, сбиваем нафиг. Так, у них мелкий перескакал, тут что-то выпендривается. Типа я мелкий, я тут все. О, назад. Нос убираем. Носяру убираем сразу. А я перекину? А. Хорошо, встал. Да я, коренный ты бабуэн. У них там целый босс там. Я даже списки не посмотрел команд. Так торопился на засвет. Но босс там у них есть. И у них малой есть, я его видел. А это что за... А, это Хангжоу. Яростный. Куда-то ломится. Со страшной силой и ненавистью в глазах. А куда ты ломишься? Не, ну серьезно, что он делает? Куда он? Иди в баню. Че, надоел. Теперь этих закидывать пытаемся. Так, этого надо сейчас забирать мелкого. Да? Плюемся ракетами. Все на ДПМе. Все на ДПМе. Ждем, пока хилки откатятся. У нас тут в открытку кто-то лезет, да? Эх. Есть, да, фражок. Нет? Помощь. Ну ладно. Так, тут мелкий где-то бегает, что-то ползает, бегает. Ну вон. А, он за фраг прячется. А мы его там тоже достанем. Достанем! А где малой? А, мы его не достали. Ладно. Еще раз отстреляемся. Глядишь, хватит рано или поздно. Либо ему, либо мне. Ну вот, как-то так. Отстояли в дефе. Как всегда, противник направо, наши налево. Но кто-то со мной там рядышком был.
Я даже не заметил, кто. Успел сбить 34 ракеты, 3 торпеды сломал, 2 вертолета. Ханчжоу у них странный. Видимо, да нет, 50 уровень. Очень странные действия от Ханчжоу, я их вообще не понял. Что он хотел этим сказать? А, вот кто, Зумвальд был рядом со мной. Да, вот мы с ним вдвоем, по сути, отстояли фланг. Пока остальные, бороздили просторы Вселенной и задавались мыслью о том, что они настолько преисполнились, что уже как будто проживают триллионы жизней на триллионах таких же планет, и вот это вот все. А мы в это время бодались, между прочим, с 61 уровнем. Это, наверное, прям уже какой-то старожил. Прям лютый старожил в игре. И прискакал он, кстати, на Бориске. И творил он, кстати, дичь страшную. Он проблемный был. Остальные не так проблемные. Этот угол, он контрится, ну, вот как я показал, так оно, в принципе, и контрится. Одна из позиций. Если у вас есть гранатометы, откатились назад и просто через этот угол кидаете ракеты и работаете из гранатометов, пока не раздамажите противника. А потом уже либо вы идете его добивать, либо он психанет, пойдет вперед, и вы его сами доберете. Ну, здесь вот парнишка поджался спокойно, откидался туда, откидался сюда, пошел дальше. Ну, с командой ему, конечно, не свезло. Особенно с Ханчжоуом, который прям вот с начала боя как зажал W, так и прям не отпускал ее до того момента, как очухался в порту. Выход у них, конечно, не получился. Корабли большие. На больших кораблях вообще из-за угла выходить, атаковать сложно. А у них что Массачусетс, что Бостон. Они оказались как бы, ну, в ловушке своих же амбиций. По сути, оттуда играть неудобно на больших кораблях. От таких позиций неудобно играть. Лучше бы они просветили, как это я сделал в начале боя. Дал сразу же первую инфу, и я понимаю, что они поперлись направо. То есть у меня уже есть, по сути, инфа о том, как будет бой разворачиваться, какой будет расклад. Они, по сути, этого не сделали, видимо, или просто проигнорировали то, что происходит. И вот поперлись куда-то там. Направо, ну направо, налево, ну налево, там, и все, и поперлись, и поперлись, и поперлись. Как паровоз по рельсам, ни вправо, ни влево. И все. Ну вот они от этого угла, вот что этот, что этот. Им как только они нос высовывают, начинают прилетать в него. Они еще даже не видят никого толком. Они в ответ выстрелить не могут, а уже теряют ХП. Это неудобная позиция для больших кораблей. Вообще она никак неудобна. Так что лучше бы они посмотрели, куда наши здоровые корабли пошли. Вот Нахимов с Худом. Лучше бы они их встретили, у них был бы шанс их спокойно перестрелять. Потому что огневой мощи-то у них побольше будет. Ну, хотя Нахимов, каким бы кривым он не был, но в плане огневой мощи он все-таки хорош. Он тоже может прописать. Но в данном случае рисунок боя мы прочитали лучше. Ошибок допустили меньше. Противник просто, ну, все в ошибках. Ханчжоу вылез не пойми куда. Эти вылезли на абсолютно невыгодную позицию. Борисик сделал, что мог, но как бы слишком агрессивно, как по мне. Я бы, наверное, так не играл, но 61 уровня я учить не возьмусь. Это не дорос я еще до того, чтобы учить человека с 61 уровнем. Вот. Но, как по мне, так, внешне чисто немножко, возможно, слишком агрессивно. Ну и он тоже не прочитал, что от этого угла вот эти двое его вряд ли прикроют. А если попытаются вылезти, так их на открытке просто через вот этот вот бережок закидают ракетами. Ну, что, по сути, и произошло. Их просто заклевали от этого бережка. Вот, в принципе, и все. Как-то вот так. Что по кораблю? Ну, ракет 34, торпед 3. Тут как бы в деф сыграть удалось мало, но по большей части вот заролял именно ДПМ. То есть много-много-много ДПМ. Стреляем. Он еще усилен ракетами, этими штилями. То есть стреляем. В ответ не получаем. Позиционка. То есть хорошая позиция для этого корабля, если удалось занять, даже если я не могу реализовать все. А хотя в начале вот ДПМ я реализовал по уходящим кораблям. Быстрый засвет, успел отстреляться, накидал что-то там, 1,5 я где-то накидал, по-моему. Вот. И здесь просто стреляем, ответ не получаем. И корабль демонстрирует, что он может. Альфы, конечно, нет, но есть ДПМ.
И если ты в ответ не получаешь, то ты посыпаешь, 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 и, соответственно, вот исход будет примерно вот такой. Как-то вот так. Поехали. Так, Крау, Зумвальд, Ханшов, Зумвальд. Горшков. Интересно. Надеются на ап, что ли? 27-й Нингбо, Зумвальд, Петр Великий, Бостон. Так, вон, а там кто-то ползает. Так, толком просветов сделать не удалось. Кто-то у них попрется сюда, вот в чем вопрос. Что меня интересует. Попрутся ли сюда? Так, они поперлись, черт знает куда. Они поперлись, вообще непонятно. А, во-во-во, кто-то есть. Интересно. Ну, захват, пожалуйста. А это еще что такое за маневр? Анжовский туда же поперся зачем-то. Что ему там понадобилось? Я отсюда ухожу, позиция себя исчерпала. Кидываюсь напоследок и ухожу. Пускай они там ползут. А у нас -2 уже. Отлично, ребята играют. Просто, ну, феномен. Ах ты, господи, боже ты мой, детский сад. Ну, вторая группа. Ну, идемте забирать их. У них хп нету, ну. А у нас есть. Нет, давайте выйдем, их заберем. Пока те двое там изолированы. И поддержать их не могут. Никак. Даже если очень захотят, они их не поддержат. Не, никто за мной не пойдет. Всем пофиг вообще. Насрать. Вообще не интересно. А вот есть, наконец-то кто-то отработал. Хорошо. Будем отбиваться от Ханжовского. Что-то я ему закинул. У нас двое всего осталось. Он просто стоит там и сопли ест. Так, отходим. 2 в 2. Где там наш второй? Живой? Целый? Поехал-ка я к нему. Развернись. О, смотрите, что нашел. Бдыщ. Подъезжаем чуть ближе. Но пока не это самое, не атаки. Динь. Ред. Минус. Стреливаем. Дальше. Давай. И допинали. Кое-как. Чуть-чуть включили мозг. И сразу же игра пошла, да? Чуть-чуть, вот чуть-чуть начали думать головой. Вот чуть-чуть задумались. Увидели момент, что те двое изолированы от этих двоих, и у этих двоих
Мало хп. Выходим, добираем. Все. Игра прям сразу сломалась. Проигрывали, 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 бах, и выиграли. Ну вот чуть-чуть, видите, включить мозги. Что касаемо кораблика, ну вот он ДПМ во всей своей красе. Пуляем туда, пуляем сюда, пуляем туда, пуляем сюда. Постоянно пуляем, 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 пуляем. Пуляем, пуляем. Главное не в прямой контакт выходить, а именно отстрел, 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 отстрел. Выход именно, что называется, лицо в лицо, вот прям вот в мордобой, только если вы уверены, что сможете забрать противника. А так вот пил-пил туда, пил-пил сюда, пил-пил туда, пил-пил сюда. Там помог, здесь помог, тому помог, этому помог. Работает система? Работает. Все? Что тут непонятно? Итак, надеюсь, бои вам понравились, потому что мне лично большая часть боев на этой машине действительно понравилась. Почему я и решил сделать обзор на этот аппарат. Итак, что мы можем о нем сказать? Во-первых, это дикий ДПМщик. То есть пушка имеет 465 тысяч ДПМа. 2 РБУ, 2500 имеют еще 528. То есть в районе миллиона неотводимого урона мы имеем в минуту. При достаточно говенной альфе. Штилями я попытался еще больше усилить его ДПМ, чтобы прям вот посыпать, так как, ну, на альфу его собирать достаточно бесполезно. Вы не соберете здесь серьезные альфы. Ну, разве что вы поставите сюда ракеты на лазерах. Но лазерные ракеты имеют такую перезарядку, что как бы они, ну, не имеют смысла, если нечем подкрепить эту альфу. А подкрепить вам ее будет нечем, потому что пушку вы заменить не можете, а гранников у вас 2. Чтобы вы не поставили альфы, все равно будет не хватать. Поэтому самый оптимальный вариант, как для меня, это собрать его чисто в ДПМ. Так же, как я делал с Бориской. Да? ДПМные ракеты, у него своя ДПМная пушка, свои ДПМные гранатометы, все в ДПМ и посыпать. Проблема ДПМа всегда заключается в том, что вам постоянно нужен огневой контакт с противником, чтобы ДПМ реализовать. Да? Поэтому крутиться, вертеться здесь приходится. Здесь нельзя просто вылезти и всех убить нафиг. Это не Эльзас. Но в этом, как по мне, один из хороших таких моментов этого корабля, один из, ну, плюсом назвать не могу, я назову это именно хорошим моментом, потому что этот кораблик заставляет думать, заставляет игрока вертеться, заставляет его как-то крутиться, что-то там придумывать и так далее. То есть вы не атрофируетесь, как, например, играя на какой-нибудь Нингбе или тому подобном мусоре. Вот. Следующий момент, который хочется отметить, это, конечно, ПВО. ПВО шикарнейшее. Сбивается просто огромное количество ракет. В боях вы, в принципе, видели, что сбивает он вообще все, что летает. Он отлично сбивает все, что летает, что делает его очень-очень хорошим помощником. Как чистый саппорт я бы не стал его характеризовать. Почему? Потому что у него нет ПЛО, противолодочной обороны. То есть у него нет автопушек, у него нет какой-нибудь системы противоторпедной, которой он мог бы эти торпеды сшибать и таким образом гадить этим самым подлодкам. Да, то есть вот как Бибука, например, вот она саппорт. Ей бы только апнуть эту штуковину противоторпедную. И, соответственно, тогда, да, это был бы саппорт. Здесь же мы имеем второго номера. Второго номера, который может помочь с подлодкой за счет гранников торпед. Почему я вожу неотводимые торпеды? Потому что в основном они у меня думаны для подлодок, а не для кораблей. Но Type 12, конечно, никто не отменял. Их можно и туда, и сюда швырять. Но пока я катаю так. Естественно, Type 12 я тоже со временем попробую. Но пока Тайгер-шарки себя оправдывают. Да, потому что кинул их в подлодку, она сразу в депрессию, в расстройство и начинает там куда-то уже убегать, отступать. Добавляем еще из гранатометов, сбиваем торпеды, не даем нашего союзника атаковать или от себя ее отгоняем. И, в принципе, это работает. Да? Можно еще, кстати, с Команчи добавить. Летуны, ракеты, вот этим всем отбиваются очень неплохо. Хотя бывают упертые курятники, которые прям свои отродья на тебя насылают и насылают и насылают. Но заканчивается это для них достаточно плачевно. Почему? Потому что есть такая штука, называется она тайминг. Это время в игре, за которое происходят какие-то события. В данном случае как это выглядит? Пока авианосец
ну, с переменным успехом ковыряет ваш корабль. Именно ковыряет. Снести его нафиг пока не получалось ни у кого. Да? Потому что ПВО сносит ракеты, сносит корабли. Плюс у меня еще ракеты ПВОшные, которыми я пуляю все время в эти самолеты. И вот пока он на тебя тратит время, другие корабли, у которых ПВО слабее, которые бы сдулись гораздо быстрее, они как бы имеют шанс отыграть без воздействия на них этого самого авианосца. С другой стороны, если я держусь рядом с каким-то кораблем, то в 2 ПВО мы уже обороняемся так, что там лучше к нам и не соваться, по сути вопроса. И вот этот вот корабль, он как бы вот он не поддержка, а вот он именно второй номер. Такой как напарник. Он и урона может влить достаточно, но за счет ДПМа, а не альфы. И прикрыть может. Да, и успеть всюду может, потому что, ну, 27 узлов он за любым кораблем в игре успевает, по сути. Ну, кроме там ховеркрафтов каких-то, но им саппорт не нужен, они сами справляются, они своей жизнью живут. А вот за линкором, за крейсером, за эсминцем, за любым вы успеете. И вот этим кораблик мне показался очень даже интересным, потому что он и не саппорт, но в тот же момент четким ударником вот тоже сложно назвать, так как ну, не хватает ему альфы. Особенно среди современных кораблей, которые вот вливаются, новые корабли, они вливаются, новые корабли, они все время лучше старых. И они обгоняют их, этих старичков, по урону. И по ДПМу часто то же самое. Но здесь вот этот общий функционал делает из него идеального напарника, вот второго номера, с кем-то вместе, когда вы играете, кого-то поддерживаете, корабль просто как будто незаменим, просто вот великолепный. Он просто великолепен в этом плане. У меня прям эмоции начинают зашкаливать, когда вот вспоминаются эти бои, когда ты от союзников играл или вместе с союзниками играл, да, то есть... По-моему, в одном из боев было, когда мы удерживали позицию в 2 корабля, по-моему, с Зумвальтом. Да, то есть я не через него играл, а просто рядом с ним стоял, и мы вдвоем удерживали позиции вполне себе достойно. Никто ничего толком сделать не мог, потому что пробить ПВО сложно. ДПМом тебя засыпают постоянно, альфа еще прилетает от того же Зумвальта. То есть проблем можно создать огромное количество, но, еще раз напомню, в открытую лицом на врага лезть забудьте сразу. Это не тот корабль. Это не Ямато. Да, это не Грау. Тут так это не работает. Здесь нужно думать, хитрить. Но если применить его грамотно, этот корабль может стать огромнейшей занозой в межягодичном пространстве у противника. Вот такие вот пироги. Вот такой вот корабль. Давайте зайдем на рынок. Посмотрим, сколько он стоит. Вот он. На сегодняшний день 720 арткоинов всего лишь. И за такую машину, я считаю, это копейки. Просто это как бы скрытая имба в плане второго номера. Да, то есть в плане правильного применения это скрытая имба. Но не все ее так захотят применять. Большинство хочет именно пойти и всех утопить нафиг. То есть большинство хочет кнопку «Убить всех». Да? Дайте мне там Грау, Нингбо, Эльзаса, что-нибудь такое, чтобы я мог пойти и всех утопить. Поэтому, ну, лютой популярности он, скорее всего, не получит. Но для тех, кому нравится вот хитрить и изворачиваться, этот корабль зайдет отлично. Вот, в принципе, и все, что я о нем думаю. Что думаете сами, пишите в комментариях, если он у вас, конечно, есть. А у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.